сахарный трусчок. Можешь на меня смотреть, можешь в эту камеру, туда-сюда. Дайте удобнее. Окей, всем привет! Сегодня мы в Панаме, на пляже, на берегу. Встретились с Алексеем, с его напитками арок. Он расскажет, как он здесь оказался, чем он здесь занимается. Поехали! Очень приятно. Я Леша. Алексей Лазутин, если уже, как говорится, по-мировому. Скоро, может, будет какая-то водка Лазутин арок. Может быть, может превратиться в каплан, не знаю. Это все зависит, как говорится, пойду в еврейские корни или в нинч. Окей, а расскажи, пожалуйста, как вообще ты здесь оказался? И почему именно здесь? Ну, во-первых, история. Я оказался тут 8 лет назад. Мы с пацанами, с друзьями как раз заканчивали квартиру, лучшие друзья детства, решили, что делать дальше. Продолжаем новую квартиру, решили, а пофиг на все, давайте соберемся и поедем путешествовать. Прилетели в Панаму, потому что сказали, самые лучшие волны. Ну, приехали сюда, тут, говорится, хватило 1 недели, чтобы влюбиться. Кажется, 2 недели превратились в 2 месяца. Когда мы нашли караван, машину, там ее строили 2 месяца, построили и поехали до самой Мексики, полгода. Доехали, так получилось, что 2 года путешествовал. Как говорится, влюбился. Вернулся в Израиль, начал там свой бизнес, там то все, начальник бара. И как-то в какой-то момент этот бизнес, как говорится, накрылся. И решил, что делать дальше. Продолжать. Это та же самая история, только спустя 8 лет. Оставаться в том же самом районе, новую работу найти, или то все, или полностью изменить весь толк жизни. И, как говорится, друг как раз сюда переехал, сказал, поехали со мной. Я говорю, а чем нет? За компанию. И так и оказался я в Панаме. Окей. Ты так рассказал все быстро. Ну, я пытался, я еще не знаю, если у нас есть моменты, там, знаешь, интервью все-таки. Да, давай начнем с самого начала. Откуда ты вообще родом? Я с Новосибирска, поселок Пашино. 91-го года рождения. В 98 году, да? В 98-м я и мама, и сестра, просто мама собрала нас двоих и забрала, как говорится, в Израиль. В Израиль, как говорится, из-за корней моего дедушки, Александр Каплан. А в Израиле где жил? В Тель-Авиве или где? Нет, сначала нас перевели в Бет-Шемеш, это тоже маленький поселок, там большинство ортодоксов или не ортодоксов, там, как говорится, есть дома русских, дома эфиопов, дома марокканцев и район ортодоксов, такой ортодоксальный. Ну, такой райончик странный. Ну, там вырос и в итоге 22 года переехал в Тель-Авив. В Тель-Авиве ты служил, да? В Тель-Авиве нет, я служу, когда жил в Бет-Шемеше, я в Тель-Авиве как раз переехал уже после того, как вернулся с Мексики. Потому что я там долго служил, потом закончил службу, переехал в Тель-Авив, начал путешествие, вернулся уже в Тель-Авив, и там уже жил 5 лет. Бизнес и так далее, тель-авивская жизнь. А даже в плане путешествий, почему именно выбрали латиницу, не Австралию, там, не Азию? Опять дело случая. Просто, как говорится, включили там, куда дешево полететь, что-то, то, сказали, окей, Панама. Увидели, что есть еще фестиваль System of a Down в Париже. Это нам закрыло все. Типа сказали, если connection будет System of a Down Linkin Park, тогда поехали в Панаму. Как говорится, все уже за нас все решено. И получился такой прикольный коннекшн, прилетели в Панаму. Я такой человек, когда до того, как прийти в какое-то место, я никогда про него не читаю. Я чисто для сюрприза. Чтобы почувствовать его своими глазами. Все там начинают, я прочитал это, я увидел это, посмотрел эту фотку, отстаньте. Хотите в Панаму? В Панаму это решено в Панаму, увидимся в Панаме. Приезжаем сюда, и тут уже, как говорится, влюбился, не влюбился. Как говорится, вот это первое ощущение невозможно поменять. А когда ты приходишь уже, такая красивая фотография, я хочу увидеть вот эту фотографию. Приходишь именно увидел фотографию, поставил сам себе лайк и что дальше? И вторую такую же фотографию. Рядом, с фончиком и продолжу дальше. Поэтому, как говорится, прилетел сюда, меня, чтобы зацепить, надо какой-то, не знаю, допамин какой-нибудь там. Либо если есть серф, рай. А ты сам серфишь? Да, это из-за чего началось, уже мы 8 лет назад начали серфить, влюбились в этот спорт и сказали, окей, в Израиле волны типа маленькие, там надо что-то побольше, что-то поинтереснее. И сказали, Панама, попутешествуем. И все началось именно вокруг серфа. Поэтому мы купили караван, и все было именно по Пасифику. Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Эль-Сальвадор, только там, где волны.
все идут вокруг, там называется типа хумус-трейль, это там, где все израильтяне идут, что это Колумбия, так-та-та-та, идут по-другому, более по-карибскому. А мы сказали, нам все пофиг, давайте нам караван, купили караван и поехали по самым, как говорится, страшным и непонятным путям, только чтобы оказаться на пляжах, на самых лучших волнах, и там все началось, как говорится. И самый лучший пляж где оказался в итоге? Уф, тяжело сказать, ну, Мексика была офигенная, ну, Панама, Венао, вот именно вот тут, где мы находимся, тут был для меня, типа, самый начальный и самый большой, типа, джамп. Типа, если за год серфа в Израиле я дошел до уровня, не знаю, вот такого, Да. тут за 2 месяца с Панамой я отсюда вот прямо прыгнул уже вот сюда, купил свою доску маленькую, вот это все, уже выхожу там 2-метровые, 3-метровые волны, без страха, без ничего, чисто. Потому что, как говорится, тут была хорошая школа. 2 месяца, 3 дня в день, 3 раза в день, та-та-та-та-та. Если мы находимся здесь, ты хорошо знаешь эту локацию, расскажи, пожалуйста, про эту локацию. Что здесь вообще привлекает туристов, почему туристы сюда приезжают? Окей. Во-первых, посмотри вокруг. Начнем с того, с природы. Да, мы сейчас как раз находимся в мокром сезоне, что это теперь зеленый сезон, когда все цветет. И до этого еще была цена, офигенные волны, прекрасные люди, просто реально люди, которые, я понял, что вот люди, которые живут на жизни, они вот реально счастливые. Вот ты просто приходишь, человек тебе улыбается, да, типа, здрасте, как дела, идем тут. Прошли сюда, прошли туда, там поели бананы, там, не знаю, выпили какой-то ликерчик, туда пошли, зашли в воду, посерфили или взяли лодку, поехали, порыбачили. Что-то вот напоминает, мне, как говорится, напоминает Сибирь, но не Сибирь. Да, Ну, типа, Сибирь вообще всё по-другому. ну да, но опять же та самая природная жизнь, да, типа я вырос в деревне, ты вот это все там коровы, вот это там делать свое растение, там свой огород, и вот это все, вот это мне не хватало в Израиле. А вот сейчас я, как говорится, возвращаюсь, это, ну, как говорится, более солнечно. Ну, Как климат-то говорится, вообще другой, потеплее. Сибирь не сравнить. Ну, я же не сравню с климатом, не сравнить. С климат Сибири не сравнить, да, вот это минус 40, минус 50, Да, вот этого тоже не хватает, вот это банька. Вот тут. Ну, здесь нет баньки случайно? Нет, вот как раз думаем построить. Классно. Ну, просто тут прикол в том, что тут люди больше любят не бани, а ледяные души. Вот ледяные бассейны. Вот это вот тут уже более как... Мы не греем тело тут, мы его охлаждаем. Окей. Скажи, пожалуйста, как вообще это место правильно называется, чтобы люди могли к тебе приехать и попробовать твой арак? Ну, место называется Венао. Венао. Пляя Венао. Пляя – это пляж, Венао – это Венадо. Раньше это называлось Венадо. Венадо – это, как говорится, олень. И, как говорится, пляж оленей. Потому что раньше тут было дофига оленей, бегали, просто дикий пляж. 8 лет, если не ошибаюсь, 15 лет назад тут вообще не было ничего. Одни джунгли и олени. И поэтому когда назвали пляж оленей. От Панама-Сити как далеко, чтобы добраться? На машине часов 8. Можно на самолете 2 часа долететь. Можно... Сейчас строят новый аэропорт в Педаси, что Педаси 20 минут езды отсюда. Тоже можно сесть на маленький самолетик. Или, как говорится, по бюджету можно за 1,5 или за 1000 баксов можно просто взять личные вертолеты, долететь с Панама-Сити, прямо сесть тут на пляж. На пляже прям садятся? Прямо на пляже садятся. Обычно они даже занимают себе, как говорится, номер в резорте. Прямо перед ним садятся. Чувачок выносит им чемоданчики прямо уже в номер. Как говорится, Шампанское. как говорится, от момента вышел из дома до того, как ты уже в воде, 2 часа, 2,5 часа, типа. Он может даже тебя бросить уже с вертолета и летит. Про твой напиток расскажи, пожалуйста, из чего производишь и почему ты именно этим занялся здесь? И, во-первых, начнем с того, что у меня, не знаю откуда, большая страсть к алкоголю, наверное. Может, я алкоголик, может, нет. Ну, не знаю. Но последний Что реально... говорят врачи? Уже врачи, я не знаю, до них надо дойти. Понятно. Но обычно это реально у меня просто последние 5 лет я реально занимаюсь много алкоголем. Был начальником баров 5 лет, 3 года, когда началась корона, я был производителем, не производителем, а именно, как говорится, распространял алкоголь. Типа развозка алкоголя Логистика, на дом. да, такая. На дом. Короче, на дом. Как Алкоголь на дом. Вот так и было. Я реально там во время короны я узнал, что сила алкоголя, как она востребована в мире. Ну, чувак, я реально прихожу на работу, и ты не думаешь, интересно, сколько коробок я сегодня соберу, наверное, там будет 1 бутылка, 2 бутылки.
Второй день работы чувак заказал на 2000 баксов алкоголя. И просто чуваки приезжают, нам пришлось 3 посыльщика, чтобы довести это все. Они рассказывают, привезли это на яхту. На яхту? Просто заполнили полностью яхту во время короны, и тут чувак просто поехал, он, как говорится, в море с количеством алкоголя на весь ковид. И, короче, да, извините, вообще зашел в другую историю. Пошел, влюбился в производство алкоголя, работал 3 года в баре, который производил свое пиво. Было как раз израильское производство пива, наше пиво, и вот это вошло во вкус, вот это наше вот домашнее изделие. И когда приехал сюда, как говорится, холостой, новая жизнь, 32, вот это все, после всего, говорю, так, что же я могу делать, что же тут не хватает. Первый месяц реально просто ходил по пляжу, серфил, чилил, что не хватает. И понял, что тут единственное есть, что есть арок, не назовем это его имя, есть импортный арок, который, извините меня, на самого хорошего качества. Я лично его пить не могу. И я такой, да мне что так, мне нужен хороший арок. Как мы это делаем? Как переводится арк? Араки на ливанском языке, типа, но это его именно название. Анисовая настойка, она типа на основе аниса и сделана из сахарных тростничков. Тростничок, как сказать? Сахарный тростник. Сахарный тростник, ну вот уже, как говорится. Русский уже позабываю, но он на основе сахарного тростника и, как говорится, назовем это анисовая настойка. Она очень сильная в арабских и израильских типа этих странах. И просто вкусно. Как говорится, как пьешь, как будто конфет. У тебя свое производство или где-то ты арендуешь? На данный момент это все домашнее производство. Я тут только 4 месяца, знаете, как бы делаю. Уже нахожусь в супермаркетах и постепенно добираемся до вершин. А сколько производишь в день, в неделю? Ну, это зависит. От настроения? От настроения и, честно, от нужбы. Да, типа, я не хочу... люблю, ценю свое время, и поэтому, как говорится, я не хочу переваривать и так далее, и, как говорится, перевкладывать. Я хочу, типа, вложить какую-то некую сумму, некие бутылки, если получится продать. Продал, не продал. Ну, до такого еще не дошли. Пока что продаю, из того, что продаю, покупаю еще. Ну, если даже не продал, срок годности сколько? Нету срока годности, алкоголь все-таки. Да вот, так вот стоит. Стоит. Ну, слава богу, он еще долго не стоял, да, типа мы не дошли до состояния, что у меня бутылка держится больше 2 недель. А покупают в основе туристы или местные тоже? Все вместе. Местные уже меньше. Прикол в том, что местные, они уже меньше пьют. Они все-таки уже повзрослее, дети и так далее. Если они пьют, то они пьют уже в баре, коктейли и так далее. Редко, что они берут себе домой, но те, кто, любит алкоголь, арак, именно арак, они выбирают мой. А так, в целом, большинство туристов, потому что тут все-таки пляж туристов. Тут, как говорится, по 500-600 человек в день иногда приходят, уходят. У тебя стоит 35 градусов. Да. Ты как-то выравниваешь это, чтобы не вышло выше или ниже? Я все проверяю. Я сам лично опускаю до 35, специально, чтобы, как говорится, легче пилось. И более, как говорится, когда я его смешиваю с коктейлями, нету вот этой перчинки, нету вот этого горечи, нету вот этого сильного похмелья потом. А так, 35% это элегантное, хорошо проходит. А делаешь еще к своей водке какой-то апохмелит потом? Еще нет, но как раз думаю о камбуче делать. Типа, мама знает, типа, как далеко планируешь распространять? Нет границ. То есть границы нет. Панама-Сити? Панама-Сити это не граница. Панама-Сити это начало. Следующее это, я тебе говорю, по-мировому. Типа вот это, говорится, нету границ, потому что да, мы сейчас целимся в Панама-Сити. Пока что первая цель была супер Венау. Попали. И, кажется, слово пошло, вкус поехал. Люди пробуют, нравится, приезжают, уезжают, забирают бутылки в Панама-Сити. Как говорится, подарок, гости в Майами, туда-сюда. То есть все забирают бутылки, потому что да, вкусно и да, особо. Что-то местное, что-то новое. И из-за того, что мы используем именно вот сахарные тростники, да. Вот он именно панаменский. Его нигде нету арака на основе сахарного тростника. Его часто делают либо из виноградов, или из этих, как его там, dates, финики. Из фиников. Угу. И поэтому тут получается что-то новое. Совсем новая смесь
израильского мира и Панаме, и вот это Центральная Америка. Претензии были какие-то? Были. Одна была претензия, что слишком слабый. Потому что, опять же, это пришло от 50-летнего мужичка, который привык уже пить свой арок 50% и до такого, типа, полуослепления. Но мы пытаемся выйти из этой ниши, типа, именно, как говорится, следующая марка уже будет, как говорится, будет особая, 50% для любителей. Ну, а так, первоначально она слабая, типа, именно вот так центральная. Не убивает. Круто. Именно приятно. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встреча или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсация расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверьтесь компании «Росмедицина». Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. А скажи, пожалуйста, по поводу твоего опыта, плюсы и минусы в Панаме, какие вообще? Вот большинство все рассказывают, да, все хорошо, все замечательно. А какие же минусы? Не бывает все в шоколаде. Же, минусы, как я тебе скажу, как молодой человек. Как по возрасту, да, есть типа игра. Если тебе по 50, тут, наверное, меньше минусов, больше плюсов. Как 32-годнику я могу сказать, мне не хватает иногда вот кинотеатра, клуба крутого, да. Концерта какого-то, да? Ну, что-то вот такого. Вот нету, вот я сейчас хочу чем-то заняться, да. Вот. У меня нету ни боулинга, нету ни вот этого всего, что мы приучились любить в больших городах. Но опять же, мы к этому приучились. Мне это не хватает, потому что мне это было. Да, когда я жил в поселке, в Пашино, меня там мало чего не хватало, да, у меня было все, потому что я не знал многого, да. Что ты не знаешь, тебя туда и не тянет по факту. Вот именно то, и вот сейчас просто мы привыкли уже к большим городам, кинотеатры, клубы, рестораны, вот это все, привыкли к вот этой жизни, вот это иногда не хватает. И откуда это ты берешь? Куда ты улетаешь? Нет? Как говорится, серф. Сдерживаешься? Нет, серфю, занимаюсь боксом, нахожу другие альтернативы, да, и мы строим сами себе кинотеатр. Типа вот то, что у тебя не хватает, ты идешь и строишь. Тебе не хватает кинотеатра, ты идешь, покупаешь проектор, ставишь и просто зовешь всех своих друзей, не знаю, находишь вот какую-то такую огромную белую стену и устраиваешь, как говорится, просмотр кино на пляже. Здесь помимо отеля есть какие-то спортзалы, может, бассейны такие вот для людей? Вот бассейны, как раз-то спортивных бассейнов нету, больших спортзалов нету, и все, как говорится, все, кому что не хватало, тот пошел и построил. Кому-то не хватало спортзала, так, месяц построил себе спортзал, из там 6-7 аппаратов, и теперь все приходят. Есть муай-тай, есть джиу-джитсу, есть серф, йоги. Типа вот именно физического нагруза тут достаточно, потому что вот иногда бывает того, что вот не хватает, потом у тебя 2 дня нету интернета, 2 дня нету у тебя электричества, ты застрял на пляже, что ты будешь делать? Ты будешь жить. Да, ты же не будешь сейчас сидеть дома и типа нету. Ты привыкнешь, после 2-го раза ты уже, чуваки, нету интернета, что делаем? Идемте в карты играть, идемте в покер, идемте в море, идемте в якорь. Ты просто хочешь чем заняться. Типа, именно выйти из вот этой обороны. Какое отношение вообще панамцев к иностранцам, по твоему мнению? Офигенное. Панама очень принимает, и это само правительство говорит. В самом типа... Ты заходишь на сайт, там написано, Панама призывает всех туристов, всех, кто хочет, приходите, получайте гражданство. Типа тут сам процесс получения гражданства довольно легкий. Типа не то, что там
тебя там это ищут, почему ты не можешь быть тут граждан. Наоборот. Покажи нам, почему. Помогают. Да, давай, может, ты в этом хорош, а может, ты в этом хорош. Это направляет тебя в сторону, чтобы ты, да, пришел. Типа, дают тебе возможности, дают тебе, даже не знаю, всякие там таксовые, налоговые понижения. Блин, русский забываю быстро. Русский забываю, а испанский хорошо знаешь? Да, ну я 4 языка уже выучил, получается, Это за какие? последние. Иврит, английский, русский и испанский. И просто, как говорится, когда сибирский парень приехал в Израиль, 7-летний, у нас был один канал. На английские фильмы с еврейскими титрами. Типа, как русскому парню, типа, мальчику, вообще никакого русского. Учись. Школа на иврите, мультики на английском, ну, мама основной на русском. И, как говорится, А так. испанский уже здесь. А испанский уже здесь. Ну, когда в Мексике жил, там 1,5 года, в целом я путешествовал 1,5 года, и каждый раз, когда приезжал на место, я искал локальных людей. Типа Если ты в Мексике жил 1,5 года, я в Мексике жил год, и год путешествовал. окей. Ну ты сейчас рассказываешь, что в Мексике ты остановился год. Значит, Да. тебя Мексика завлекла. А почему Очень. ты не полетел в Мексику, а именно вот сюда? Ну, опять же, потому что я, назовем это так, попытка не пытка. Я себе сказал, типа, когда я переезжал в Мексику тогда, я себе обещал одну вещь, типа, даже если мне ничего не получится, я что-то получу от этого. Опыт и язык. Так я сказал, цель, типа, не то, чтобы сейчас прилететь в Мексику и покорить мир. Получится, получится. Если не получится, маленькую что-то я тут получу, и вот это именно была цель, именно насладиться всей Мексикой и языка. И оттуда я взял себе испанский. Типа, просто я ходил в школу, ходил по улицам, просто разговаривал с местными. Я и вижу, иногда был момент, что типа, и вижу израильтянинов, вижу мексиканцев, вижу русских. Люблю всех. Ну, пойду к мексиканцам, чтобы выучить испанский. Понятно. Потому что русскую историю я знаю, израильскую историю я знаю. Давайте мне что-то новенькое. Да. Наполните меня чем-то новым. Русских здесь много вообще? В Панаме нет. Нет, именно вот в этом районе. Именно в Центральной Америке не очень. Ну, опять же, есть, но я бы не сказал, что майория. Нас как раз очень мало тут. Скажем, я не говорю на русском языке уже месяцев 5, только с мамой по телефону. А вот здесь, в районе, где ты живешь, много русских? На пальцах могу посчитать. Мало очень. Очень мало. В Мексике у меня была там большая комьюнити, прям Русактив, прям такая группа русскоговорящих. Поддерживаете язык, да? Да. Связь точнее. Ну, это в Мексико-Сити. В Израиле, как говорится, дофига русских. Там у меня мама еще иврит не научила после 20 лет, потому что не надо. Достаточно. Все ее друзья русские, супер русские, работа русская, все на русском. Окей. Какие бы ты рекомендации дал людям, которые вот так качаются, особенно нашего возраста, там от 25 до 40, да, думают ехать, смотрят, как ты сейчас рассказал, читают, вычитывают фотки и так далее, ехать, не ехать. Что делать, как действовать? Лети. Лети, не думай. Не думай. Если чувствуешь, лети. Хочешь, делай. Подумать всегда можно. Можно обдумать все решения. Опять же, сделал ошибку, поменяй. Вот по то же самое. Я полетел в Мексику, я там жил. Я вернулся не потому, что в Мексике было плохо. Личные дела. У мамы там появился рак. Я сказал, бросай все, лечу к маме. Вылечили. Все, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу. Мать сибирячка, военная еще та. Пережила все. Окей, новая стадия. Сейчас опять, когда перелетаю, поеду опять в Мексику. Там, где я пытался, там, где уже есть типа люди. Или в другое место. Может, там что-то где-то я еще не пробовал. Потому что от Мексики я получил Мексику. Я получил Израиль, типа мексиканский язык, что-то новое ощущение. Все новое. Поехали в Панаму. Тут что-то, тут, говорится, тут я чувствую более невинное, более новое. Мексика, там картели, там то все кайф, то все, как говорится, есть везде плюсы и минусы, да. Так там, как говорится, есть свои минусы, которые я пережил, покайфовал, и можно дальше проехать, можно типа новое проверить. Так что тут новый рай. Классно. А твою водку можно с доставкой, да, на дом? Можно, я думаю. Можно, как говорится, договориться. Окей. Обо всем я не скажу нет.
Нет, типа, это еще не случилось, но вы можете быть первыми. Хорошо. Так что оставим под видео ссылку на соцсети. Можете обратиться и заказать доставку дадов. Как говорится, если хотите, приезжайте. Мы вас тут примем с любовью. И серфить научим. Хорошо. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Остались вопросы, пишите в комментариях. Пока-пока.